Здравствуйте, мои хорошие! В этом выпуске мы поговорим с вами о детском сне, а точнее о детской бессоннице. И поможет разобраться нам в этом вопросе замечательный детский канал «Сказки на ночь», на котором поселились самые добрые и волшебные сказки нашего детства. «Сказки на ночь» — это обширная и постоянно пополняющаяся библиотека лучших детских рассказов, сказок и стихотворений, собранных со всего мира. Изюминка канала — особая методика записи сказок, благодаря которой достигается эффект расслабления и успокоения психики ребенка, что дает возможность бережно подготовить детский организм ко сну и значительно повысить качество ночного отдыха. Переходите по ссылке, которая будет в описании к видео, и обязательно подписывайтесь на добрый и волшебный канал «Сказки на ночь». Одним из главных условий крепкого здоровья любого человека является сон, который особенно важен в детском возрасте. Именно нехватка сна может спровоцировать в растущем организме возникновение целого ряда отклонений, начиная от отставания в физическом развитии и заканчивая серьезными психологическими проблемами. Не будет ошибкой сказать, что в настоящее время почти каждая мама сталкивается с тем, что ребенок плохо засыпает и часто просыпается на протяжении ночи. Как же мы можем помочь нашим малышам с этой проблемой? А для того, чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь надо найти причину плохого сна, которая может отличаться в зависимости от возраста малыша. С момента рождения и до конца первого года жизни у нашего карапуза все еще продолжается формирование нервной системы, поэтому вероятно возникновение нарушений в суточных ритмах. Простыми словами, ребенок может перепутать день с ночью. Следующей причиной плохого сна грудных детей выступает чувство голода, которое зачастую и не дает уснуть. Боли в животике, прорезывание зубов, повышенная температура тела, мокрая пеленка, некомфортные условия в детской комнате, жара или холод, простуда, аллергия, потница, резкие запахи, смена погоды, недостаток витамина D и даже работающий телевизор – все это может стать причиной плохого сна грудных детей. От 1 года и до 3 лет ребенок активно растет. Он начинает ползать, затем ходить, что вызывает сильное перевозбуждение нервной системы и, как следствие, не лучшим образом сказывается на качестве сна. В этом возрасте у малыша обязательно должен быть строгий режим дня, разграничивающий время питания, прогулок, игр и отдыха. Обязателен дневной тихий час, который, как ни странно, является лучшим лекарством от бессонных ночей. С 3-летнего возраста ребенок уже более осмысленно смотрит на окружающий мир. Происходят серьезные изменения в его жизни. Он идет в детский сад, где начинается первичная социальная адаптация. Все это вкупе с богатой детской фантазией провоцирует развитие первых детских страхов и неуверенности в собственных силах. Очень важно в это время присутствие рядом родителей, которые обязаны морально поддержать ребенка. Ни в коем случае никакие домашние споры и тем более скандалы не должны происходить на его глазах. У многих малышей в этом возрасте на фоне пережитых днем событий развивается страх ночи и темноты. Его могут пугать любые ночные посторонние шумы и звуки. Возникает боязнь оставаться в одиночестве. Как следствие, ребенок начинает плохо засыпать и довольно часто просыпаться на протяжении всей ночи. Так как же все-таки правильно и без слез уложить ребенка спать и обеспечить ему крепкий и здоровый сон? Решение этого вопроса непосредственно следует начинать с поиска и устранения причин, вызвавших нарушение сна. Помимо этого, в настоящее время, кроме медикаментозного лечения бессонницы, к которому стоит прибегать только в самых крайних случаях, существует множество эффективных современных методик. Не стоит забывать и многовековой опыт наших предков, который накопил богатый арсенал достаточно мягких и доступных способов и средств корректировки сна. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Бабушкина аптечка» народными мудростями поделится с нами специально приглашенный гость Евгения Сидорова, автор канала «Сказки на ночь».
Здравствуйте, дорогие мои! Я Евгения Сидорова, автор канала «Сказки на ночь». Сегодня, пользуясь случаем, я хотела бы поговорить с вами о том, какие средства, кроме старой доброй сказки на ночь, можно использовать, чтобы малыш уснул и видел сладкие сны. Крепкий и здоровый сон ребенка напрямую зависит от родителей. Очень важно, чтобы малыш рос в семье, в которой царит любовь и взаимопонимание. Старайтесь всегда находиться рядом с растущим чадом, разделять все его маленькие победы и неудачи, поддерживать и одобрять его. Помните, когда вы были еще совсем маленьким, как вас укладывала спать бабушка? Это был целый ритуал, в котором воплотилась вековая мудрость наших предков. Ужин обязательно был не позднее 8 часов вечера. За 2-3 часа до сна прекращались все шумные и подвижные игры. Перед самым отходом ко сну своими добрыми, морщинистыми руками бабушка наливала вам стакан теплого молока, и после обязательных вечерних водных процедур во всем доме не позднее 10 часов выключался свет и воцарялась тишина. Не отказывайтесь и вы от этих традиций. Засыпать ребенок должен обязательно в одно и то же время. И ничто не должно мешать его отходу ко сну. А теплое молоко и водные процедуры станут своеобразным ритуалом, успокаивающим и расслабляющим психику малютки. Кладовая матушки природы богата множеством средств, которые могут помочь расслабиться, успокоить нервную систему и мягко подтолкнуть ребенка ко сну. Единственное условие при использовании природных средств – убедитесь в отсутствии аллергии у малыша на компоненты, которые входят в состав народных рецептов. И с особой осторожностью используйте их в отношении детей, которым еще не исполнилось 3 лет. И еще древние целители и врачеватели заметили, что некоторые травы, например, мята, мелиса, тысячелистник, лаванда, гвоздика, хмель и валерьяна обладают потрясающим снотворным эффектом. Наполнив любым традиционным наполнителем, смешанным с этими хорошо просушенными травами дарами природы подушку, на которой будет спать ребенок, можно не только повысить качество его сна, но и успокоить возбужденную дневными играми и приключениями психику. Для наволочки на подушку подойдут любые натуральные ткани – лен, батист или ситец. Это наиболее безопасный способ народной медицины лечения плохого сна, который можно применять даже к грудным детям. Каждый из перечисленных выше компонентов можно использовать и по отдельности. Благодаря эфирным маслам мята и мелиса замечательно помогают улучшить сон. Заварите веточку любой из этих трав кипятком. Дайте настояться 20 минут, процедите и, добавив ложечку меда, напоите перед сном вашего малыша. Детям до 2 лет не рекомендуется пить более 200 мл в сутки этого чудесного снотворного средства. Из корня валерьяны тоже можно приготовить отличный успокаивающий, способствующий крепкому сну отвар. Для этого залейте стаканом кипятка 2 чайные ложки измельченного корня. Прокипятите в течение 15 минут на медленном огне, дайте настояться и после процеживания давайте ребенку 3 раза в день по 1 чайной ложке. А вот лаванду полезно использовать даже в водных процедурах перед сном. Заранее заварите 200 грамм лаванды 2 литрами кипятка и дайте настояться минимум 30 минут. Разведите полученный отвар в ванне с комфортной температурой воды и искупайте в ней карапуза. Ну и, конечно, мед, особенно мятный, очень хорош в борьбе с плохим сном. За час до сна слегка подогрейте около 200 мл коровьего молока. Размешайте в нем чайную ложку меда
и напоите ребенка. Эффект не заставит себя долго ждать. Уже через 30-40 минут малыш начнет зевать и попросится в кроватку. Большое спасибо, Евгения, за такие очень важные и полезные советы. А я, в свою очередь, приглашаю моих любимых взрослых и особенно юных зрителей зайти в гости и подписаться на канал «Сказки на ночь», где специально для вас мы с Евгенией приготовили сюрприз – старую, добрую и любимую всеми зимнюю сказку «Морозко». А также не забудьте оценить другие наши совместные работы, которые уже есть на этом волшебном канале. Напомню, что ссылку на канал «Сказки на ночь» вы сможете найти в описании к этому видео. Ну а теперь давайте вернемся к детской бессоннице и, объединив знания современной медицины с накопленным многовековым опытом наших предков, выведем формулу идеального детского сна. В течение дня ребенок обязательно должен двигаться. Никогда не ограничивайте его физическую активность. Перед сном очень полезны прогулки на свежем воздухе. Помните, свежий воздух в сочетании с подвижными играми – залог крепкого и спокойного сна. А вот за 1,5-2 часа до отхода ко сну желательно, чтобы малыш провел свое время за спокойными занятиями. Укладывать ребенка стоит в одно и то же время. Соблюдение режима дня – великая сила, которую не стоит игнорировать родителям. Спать малыш должен ложиться сытым, но ни в коем случае не перекормленным. Организм не может отдыхать полноценно, если вынужден переваривать пищу. Свет в спальне ребенка желательно мягкий, приглушенный. Постельное белье из натуральных тканей, преимущественно темной раскраски. Обязательно хорошо проветривайте помещение. Оптимальная температура в нем должна быть не выше 21 градуса по Цельсию, идеально 18-19 градусов, а влажность воздуха от 50 до 70%. Дети лучше спят после принятия теплой вечерней ванны, которая отлично успокаивает перевозбужденную за день нервную систему. Также хорошо при засыпании помогает легкий массаж. Даже обычное нежное поглаживание головы, ручки, ножки или животика ребенка настраивает его на засыпание. Если маленькому ребенку мешают спать колики, можно помочь ему, дав детские капельки эспумизан. А в случае прорезывания зубов помазать воспаленные десна охлаждающим гелем Дентинокс. Что касается медикаментозного лечения плохого сна у детей, то его можно применять исключительно по предписанию и при строгом контроле врача. Как правило, если малыш здоров, то, придерживаясь описанных выше рекомендаций, любой любящий родитель сможет самостоятельно успешно добиться крепкого сна у своего чада, не прибегая к квалифицированной медицинской помощи. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству», заглядывайте в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!